Агрессор хочет сломить дух украинцев. Очередная атака россиян по энергетике. Тысячи жителей без света и воды. 2/3 российских регионов столкнулись с перебоями в поставках топлива. Кто помогает Киеву наносить такие точные удары? Агент Ангела, немецкое издание, рассказала, как Меркель помогала Путину. Много лет назад они помогли ему взобраться наверх, но теперь все изменилось. Армия пошла против президента. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Часть Донецкой области, находящаяся под контролем Украины, оказалась полностью обесточена. Это произошло в результате российского обстрела. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. Утром россияне прицельно ударили по нашей энергетической инфраструктуре. Специалисты уже приступили к ремонту и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение. Но точные масштабы ущерба и сроки восстановления еще предстоит установить. Тем временем в области работают пункты несокрушимости. Там есть тепло, электричество и интернет, но последствия чувствуют все. Начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях сообщил, что из-за отключения электроэнергии остановилась подача воды, а троллейбусы не вышли на линии. Вновь под атакой оказалась и Одесская область. Ударные беспилотники попали в объекты энергетики и газоснабжения, разрушили здание районной администрации. Пострадала женщина, ее госпитализировали. В Белгороде-Днестровском повреждены критические объекты. В ряде районов пропало электричество и вода. Россия атакует область вторую ночь подряд. Накануне без света остались 44 населенных пункта. В Харьковской области дроны ударили по учебным заведениям в Чугуеве и Шевченково. В результате возникли пожары, пострадали несколько человек, включая ребенка. ВСУ сообщают, за ночь Россия выпустила 118 беспилотников и одну ракету Х-31. ПВО смогла сбить 103 дрона, но остальные ударили по 10 локациям, разрушив объекты и нанеся ущерб инфраструктуре. Как сообщил Владимир Зеленский, за неделю Россия запустила по Украине более 3100 дронов, 92 ракеты и около 1360 кабов. Тем временем трагичная новость пришла из Львовской области. Тут умер 5-й член семьи, чей дом был полностью разрушен в результате ночной атаки российской армии 5 октября. Житель села Лопаевка Виталий Константинов. Дом семьи Константиновых под Львовом был стерт с лица земли. На месте погибли родители Виталия, его супруга Ульяна и 15-летняя падчерица Анастасия. Сам 46-летний мужчина тогда получил тяжелые травмы, был госпитализирован и неделю сражался за жизнь. Российская армия убивает украинцев целыми семьями. Украина ударила в ответ. Взрывы звучали в Смоленске. Тут был атакован ключевой авиационный завод. Именно здесь производят ракеты Х-59 и компоненты к крылатым ракетам Х-101, которыми Россия бьет по Украине. Украинские источники утверждают, дым поднимался со стороны завода, а рядом с аэродромом был виден отдельный столб дыма. На предприятии выпускают также дроны, агрегаты для фронтовой авиации и легкомоторные самолеты различного назначения. Это не первая атака. В январе 2025 года силы обороны Украины уже били по заводу. Тогда был нарушен процесс производства российских авиационных ракет Х-59. Еще одна атака пришлась на оккупированный Донецк. От удара беспилотников загорелся гипермаркет «Сигма-Ленд», бывший «Ашан», который оккупанты незаконно присвоили. В ходе осмотра места происшествия установлено, что противник подверг обстрелу мирный квартал, в котором отсутствует вооружение и военная техника. Целью стал торговый центр, в котором люди покупали продукты и товары первой необходимости. Предположительно, использованы ударные БПЛА самолетного типа. Но украинские источники утверждают, что целью были склады боеприпасов, находившиеся у гипермаркета. Очевидцы сообщили, что слышали детонацию. Россия переживает масштабный топливный кризис. По подсчетам BBC, не менее 57 регионов страны столкнулись с перебоями в поставках бензина и дистоплива после украинских ударов по российским НПЗ. Проблемы особенно заметны на независимых автозаправках. Издание учитывало все сообщения с августа, даже если к настоящему моменту ситуация частично стабилизировалась. По данным Bloomberg, украинские удары затронули каждый третий нефтеперерабатывающий завод России. В августе зафиксировали не менее 14
атак, в сентябре 8, а за первые 10 дней октября еще 4. Аналитики Reuters, Bloomberg отмечают, как минимум 10 предприятий были частично или полностью остановлены. С января украинские дроны атаковали 21 из 38 крупнейших НПЗ страны. Это на 48% больше, чем за весь 2024 год. Простои мощностей достигли рекордных уровней. В августе первичные мощности простаивали на 23%, в конце сентября, по данным РБК, этот показатель вырос до 38%. Уважаемые подписчики, обращение к вам, ведь именно вы решаете, узнать ли все эти новости еще больше людей. Каждая ваша подписка, каждый лайк, каждый репост, каждый комментарий длиннее 6 слов и каждый досмотр видео до конца помогают продвигать наши ролики среди сотен тысяч новых пользователей. Так еще больше людей узнают правду именно благодаря вам. Спасибо за то, что остаетесь с Нехта. И продолжаем. И такая эффективность украинских ударов по энергетическому сектору государства-агрессора не случайна. США уже несколько месяцев активно помогают Украине наносить удары по ключевым энергетическим объектам на территории России. Цель – ослабить экономику диктатора Путина и вынудить Кремль сесть за стол переговоров. Об этом пишет Financial Times. Киев начал получать американские разведданные с более высокой степенью детализации вскоре после телефонного разговора между Трампом и Зеленским в июле, сообщили изданию осведомленные источники. Разведданные позволили Киеву лучше картировать российскую ПВО и прокладывать маршруты ударов. Всего один разговор Зеленского и Трампа по телефону, а столько интересных последствий. Ну и есть неприятная новость для Владимира Путина. Президенты Украины и США снова поговорили по телефону. Как пишет Axios, лидеры обсуждали передачу Украине крылатых ракет «Томагавк». Информация, конечно же, неофициальная, со ссылкой на неназванные, но очень информированные источники в Вашингтоне. Издание не пишет, было ли принято окончательное решение о передаче ракет. Сам Зеленский написал о разговоре в Телеграм. Про «Томагавки» ни слова, но назвал беседу с Трампом хорошей и очень продуктивной. Есть хорошие варианты, сильные идеи, как реально усилить нас, добавил украинский лидер. Очередная революция зумеров, на этот раз в стране, которая больше ассоциируется с экзотическим отдыхом и мультфильмом о пингвинах. Президент Мадагаскара Андри Радзоэлина заявляет о попытке госпереворота, хотя 16 лет назад он сам пришел к власти в результате путча. Все началось с протестов, главную роль в которых играет молодежь. Демонстрации начались еще в сентябре и изначально были вызваны постоянными перебоями с водой и электроэнергией, которые длятся по 8 часов в день. Но позже протестующие стали выдвигать и политические требования. Молодежное движение Gen Z потребовало отставки президента, его публичных извинений перед нацией, а также распуска Сената и избирательной комиссии. Силовики пытались жестко подавить недовольство. По информации ООН, с момента начала акции протеста погибло не менее 22 человек и свыше 100 ранено. Но ситуация кардинально поменялась после того, как элитное воинское подразделение КАПСАТ присоединилась к протестам. Солдаты промаршировали с демонстрантами, а командир выступил перед участниками. Тем, кто применяет силу против народа, остановитесь, потому что мы, военные, носящие форму, восстаем за народ. Во-вторых, о чем мы просим народ? Мы восстаем за вас. Мы как братья, плечом к плечу, поэтому мы просим вас прекратить грабежи. Парадокс ситуации еще и в том, что именно это подразделение помогло Андри Радзоэлине прийти к власти в 2009 году. Сообщается, что президент бежал из столицы. Я жду, когда молодые люди из поколения Z выскажутся. Мы ждем, когда они станут лидерами. Мы хотим перемен в системе, поэтому ждем, когда они скажут нам, что будет дальше. Представители движения заявили, что намерены контролировать процесс выбора следующего лидера страны и предотвратить приход к власти еще одного коррумпированного политика. Ангела Меркель могла помогать России готовиться к войнам накануне 2014 года. Как пишет Der Spiegel, Меркель подталкивала немецкий оборонный концерн Rheinmetall к тесному сотрудничеству с российской армией. Речь идет о разработке тренажеров, программного обеспечения и другого военного оборудования. Потенциальная стоимость контракта оценивалась примерно в 1 миллиард евро. Тогда Rheinmetall почти не работала с Россией, но федеральное правительство активно продвигало сделку
технику и обещала ускорить экспортные разрешения. Бывший министр обороны Томас де Мезьер признался, что сомневался, но на него оказывали сильное давление со стороны партии, военных и промышленности. В июле 2011 года российская военная делегация посещала Унтерлюс, где находятся полигоны Райнметалл. Там компания испытывает боеприпасы и технику, а в феврале 2013 за год до аннексии Крыма дошло до совместных учений с Бундесвером, о которых радостно рапортовала кремлевская пропаганда. Припомнили авторы Шпигеля госпоже канцлер и более давнюю историю. На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году Украина и Грузия не получили плана действий по членству в Альянсе, во многом из-за позиции Меркель. Напомним только, что саммит состоялся в апреле, и уже в августе Россия напала на Грузию. Возможно, авторы Шпигеля вспомнили о Меркель из-за ее недавнего интервью. В нем она обвинила Польшу и страны Балтии в нежелании пойти на прямые переговоры с Путиным в 2021 году. Мол, если бы не эта позиция, то и нападение в феврале 2022 можно было бы избежать. Что думаете, Ангела до сих пор ничего не поняла о хозяине Кремля, или ей просто не хватает пенсии, и она намекает на место в совете директоров Роснефти возле Шрёдера? Напишите в комментариях. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.